Сегодня, мои сочные детишки, я расскажу и покажу все существующие странные и секретные на сегодняшний день сиды в игре Террария. Ключи генерации, как и тайм-коды на каждой из них я оставлю в описании. Не забывайте молить, делиться этим видео, а я запускаю барабан. Самый первый наш сид, по которому я еще когда-то строил теории, это мир 05162020, который называется Пьяный мир. Именно здесь одновременно существует Багрянец и Порча. Здесь есть закопанный данж, огромный храм, иногда полезные, иногда странные предметы и множество больших деревьев. Также вместо гида спавнится тусовщица. В каждом океане есть пещера, а огромные деревья джунгли разбросаны по всей карте. Поскольку это первый из секретных сидов, в принципе, он навел немало шороху, и по сравнению с последним сидом он все так же намного криповее. Пчелиный сид Not the Bees, или же только не пчелы. Балует прикольной аватаркой и тупой генерацией, ведь вся вода здесь заменяется на мед и соты, как и большие деревья на большие деревья джунглей. А по миру разбросаны королевские призывалки пчел. При генерации все фразы заменяются на генерируем пчел, а на спавне нас встречает торговец, а не гид. Из интересного, что весь мир сплошные джунгли и ули, за исключением пустыни, освещения, грибов и какого-либо другого заражения. Больше ничем данная семечка не отличается от обычного мира. Вполне обычный, но опасный сид For the Worthy, в переводе для достойных. Добавляет легендарную сложность к игре в виде повышенного урона и хп у врагов, выпадения бомб с деревьев и горшков, большого количества лавы, зараженных блоков. Иди нахуй от твой мать, и замены обычных кроликов на взрывных. Ну и вот еще какая-то херня, которая попытается тебя убить. Из плюсов это только что вместо гида появляется подрывник, и с врагов выпадает больше золота. Типа все. А вы хотели больше плюшек? Из плюшек здесь только плюхи, и то под ними разработчики. Сид Calibration MK10 не имеет как такового названия, создан на Пасху, и о нем я также рассказывал в одном из своих шортсов. Наш спавн происходит на берегу океана, и сразу заметно, что весь мир это радужный мир для маленьких девочек, которые верят в чудо и радугу, так как здесь все раскрашено в голубые и розовые оттенки, как и картинка у мира. Из стартовых NPC нам дают кроме гида принцессу, которая продает запрещенные во вселенной вещи, тусовщицу, что крутит вечеринки от балды, и какую-то лохушку и кролика. В мире множество огромных деревьев, а в сундуках можно найти радужные блоки и редкие модификации на оружие и аксессуары. Выживать на этом сиде прикольно, но мир слишком вырвиглазный и блевотный. The Constant. С прикольной елочкой Нави. То самое постоянство из Don't Starve, которое приносит с собой дополнение из коллаборации. Вместе с необычной генерацией странных пещер, мраморных плит и паучьих гнезд на поверхности. Появляются такие вещи, как голод, боязнь темноты, из-за чего непосредственно вы можете умереть от отсутствия света. И красноватый эффект постоянства, который накладывается поверх экрана, создавая немного ебаный оттенок. Но это можно убрать, если из циклопа выбить радиоштуку. Четко. Касаемо предметов, здесь повышен шанс выпадения и появления вещей из коллаборации Don't Starve. Типа цветок Абигейл будет появляться чаще, как и топор Люси из циклопа. Галя! Где сухарики? Ну и еще про темноту. Темно будет везде, как в пизде, кроме полнолуния и кровавой луны. А ненакрытые костры и факела будут тухнуть, что добавляет немного реализма к игре. No Traps. Наверное, самый безопасный сид, потому как убирает все ловушки, из-за чего прохождение становится плюс-минус легче, чем на других сидах. Ага, поверили? Хуже этого сида только последние. Ловушек становится в 2 раза больше. Почти на каждом квадратном сантиметре появляются валуны и стрелы. Я уже не говорю про самые мои нелюбимые ловушки, которые призывают враждебных мобов, которые призывают других враждебных мобов, а те мобы призывают еще других враждебных мобов, а те призывают, блять, сбился. Короче, хочешь расслабиться? Иди играть 3 в ряд или в кс-очку для умственно отсталых. А тут война. Тебя валуном прихуярит к стенке, будешь плакать. Да, из интересного, что при генерации мира появляется надпись «Не размещаем ловушки», говоря уже на старте, что тебе пизд. Сид Don't Decap.
Не выкапывай. Ничем не примечательный мир, если не смотреть на то, что все биомы будто бы засунули в блендер, перемешали, съели, а потом заблевали как оливье на Новый год. Ведь здесь буквально все перемешано, а спавн начинается в ебаном аду и распространяется на 1/6 от карты, на которой спавнится лишь лавовые слизни, с которых не вываливается лавой, и мимики с хорошим лутом. Над адом, кстати, почти сразу начинается грибной биом, из-за чего поиск круты и вещей может затрудниться. В файлах игры этот сид называется ремикс мирового поколения, а также большие деревья спавнятся без листьев, а падающие звезды наносят урон игроку, что почти сразу его убивает. Мир не особо сложный, если приспособиться, да и к тому же это буквально легкий аналог. Последний сид, о котором я рассказывал также в одном из шортсов, имеет такую конченую аватарку и необычный загрузочный экран. Крайне интересный ключ генерации, если бы только это был не ебаный ад с миллионом ловушек, разбросанными пчелами, повышенной сложности и лавой, которая может разнести тебя от одного прикосновения нахуй. Свет, воздух, красивое небо. Ты еблан? Забудь все это, только чтобы выжить пару дней тебе придется вспомнить кунг-фу и стать монахом, так как дохнуть ты будешь здесь очень много. А если ты все-таки останешься дома и отстроишь крепость, к тебе прилетит Ктулху и выколет твои глаза. Из интересного, это необычный босс, который появляется только здесь и называется Медузой. Только с него можно выбить вафельницу. Охуеть! Здесь также спавнится стартовый NPC типа принцесска, тусовщица, стимпанк-хуй, президент и звездный слизень. Но они бесполезны, потому что через время сдохнут. Да, я еще не сказал, но это возможно самый последний сид в принципе, или как минимум брат, возможно, последнего сида, так как данная семечка состоит из предыдущих 7 сидов. 7 сюдов, 7 кругов ада, 7 грехов. Ничего не напоминает. Этот сид проклят. Бегите пока можете, а лучше удалите террарию и выкиньте комп нахуй. Все вещи из прошлых сидов, включая ноги Мунлорда, красное зелье, множество ловушек и пчелы, были перенесены в этот мир. Если возникли вопросы, обращайтесь в корпорацию Огненный Лотос. И помните, мы не несем за причиненный вам ущерб от вышеперечисленных сидов. Все вирусы, компьютеры и галлюцинации вашего сознания будут только по вашей вине.